Приветствую вас, мои дорогие подписчики. Поздравляю всех с наступившим Новым годом. И хочу свой первый в этом году обзор посвятить, наверное, королю всей переносной аудиотехники Telefunken Hi-Fi Studio. На самом деле этот аппарат вы уже видели в моих обзорах. В одном из первых обзоров он был. И более подробно о его функциях вы можете посмотреть там. Но у нас сегодня на обзоре не Hi-Fi Studio 1, а Hi-Fi Studio 1M. Очень много вопросов задавали мне люди, чем же они отличаются. И поверьте, ради этого аппарата стоит снять второй ролик и отдельно осветить Hi-Fi Studio 1M и его отличие от Hi-Fi Studio 1. Хотя внешне они очень похожи, но на самом деле я вот насчитал для себя как минимум уже 7 различных отличий, которые между ними есть. И еще раз хочу поприветствовать этот аппарат. Почему? Потому что я считаю, поверьте, его стоящим на вершине всей переносной аудиотехники. Никакие аппараты, ни всем известные 3 семерки, никакие японские, любые другие аппараты, не только японские, не то что ниже на ступеньку, они на лестничный пролет к нему не подобрались. Ничего нету рядом то, чтобы звучало так, как звучит этот аппарат. Очень многие, смотря на него, не думают, что он чем-то выделяется. И никак вам камера не передаст этот звук. Но люди, которые видели эти аппараты и слышали в первую очередь, они реально на какое-то мгновение теряли дар речи, потому что звучит он превосходнейший. Он звучит на порядок, на несколько порядков выше, чем любые другие аппараты. Да, он крупный, большой, весит почти 15 килограмм, он огромный, акустика съемная, полностью здесь корпус, кажется, что он деревянный, но, по-моему, это какой-то многослойный пластик. Но аппарат просто выше всех похвал. И за те деньги, которые сейчас за него просят, даже не думая, можно их брать. Вот у меня, в мою коллекцию появился вот 1М в идеальнейшей косметике, в идеальном состоянии. И вы знаете, я перестал слушать другие аппараты. Они у меня стоят здесь рядом. Когда я хочу просто послушать, я включаю его. Когда хочу побаловаться кнопочками, посмотреть на индикаторы, я включаю свои любимые старые шарпы. Но этот аппарат никем не переиграет. Аппарат, когда ты думаешь о том, что в принципе это изделие появилось еще в 80-м году, то есть даже немножко раньше, чем всем известный Sharp 3 семерки, ты понимаешь, какие технологии были тогда у немцев и как они их реализовывали. Его цена была $750. Это был самый дорогой переносной комплекс, который продавался, наверное, за всю историю в принципе. Для сравнения, вожделенная сейчас дорогущая 3 семерки стоила примерно $585. В ней было намного больше функций, в ней была превосходная акустика. Она стоила дешевле этого аппарата. Про единицу я уже рассказывал, посмотрите мой ролик, и в моем канале есть отдельно там про каждую функцию, но я бы хотел именно сегодня посвятить различию между 1 и 1М. Почему вообще в принципе появилась 1М? Появилась она потому, что в то время весь мир появилась, кстати, в 81 году. То есть, если та 80, это следующий год прямо вот. Через год она появляется, потому что весь мир и все японцы уже в принципе перешли на пленку металл и использовались во всех топовых своих аппаратах пленку металл. Говоря о том, что это аппарат Hi-Fi класса,
топовый аппарат у Телефункина, им тоже пришлось, можно сказать, они были обязаны поддержать это нововведение и использовать высококачественную пленку, которая еще больше раскрывала звук. И появился 1М. Но у единицы и у 1М были и другие отличия. Например, если касательно вариантов расцветки, то у единицы был коричневый цвет и вот такой серебристый металлик. Он не просто металлик, это алюминий, натуральный алюминий, и мало того, он покрыт слоем лака. Он покрыт слоем лака, который защищает его в том числе от повреждений. Но, к сожалению, если этот лак повредить, его очень сложно восстановить. Аппараты в плохом состоянии, нереально этот лак. Коричневый цвет, он был без лака. Я сейчас вот недавно был у своего коллеги, я сфотографировал коричневый аппарат. Вот так вот выглядит единица. Возможно, скажу честно, может и есть 1М в коричневом, но я в своей практике таких не встречал ни на фотографиях, ни в жизни. То есть он полностью был коричневый шоколадный цвет покрашен, так вот была немецкая аппаратура в то время была такая модная именно в таком цвете, но не был покрыт лаком. Он был покрашен, он так не переливается. Я вот, кстати, когда настраивал сейчас, если вы посмотрите лампу, мне было очень тяжело для съемки эту лампу настроить, потому что блестит этот лак, и вы видите, как автомобиль, он покрашен, и этот лак, он просто отражается. Был даже вариант снимать его без или вместе с подсветкой, но решил, что лучше с подсветкой, потому что намного лучше видны. В чем же еще было отличие? Самое важное, по мнению, отличие, потому что сейчас аппаратов, кстати, я вот зайдешь в рекламу, продаются и 1М, и они продаются, в принципе, за одну цену. Как по мне, 1М интереснее как минимум только потому, что у него диапазон, сейчас мы включим, его покажу, вот здесь, он до 108, видите, до 108. Диапазон частот FM до 108 МГц. Если взять, допустим, тот же единицу, у него, вот видите, извините, до 104 только. Видите, до 104. Тогда, естественно, радио в FM-диапазоне расширилось до 108, что полностью стало соответствовать нашему современному диапазону 88-108. И по современным меркам это радио полностью соответствует нынешнему FM-диапазону, и, естественно, это намного интереснее. Что же еще было? Очень сильно изменились стрелочные индикаторы. Если вот стрелочные индикаторы нынешние выглядят, дизайн их вот такие, это 1М. Я выключу, наверное, подсветку, чтобы вам показать, то единицы они были вот такие. Вы видите, они очень простые и такие лаконичные. Здесь они, конечно, приукрасили. Они немножко выглядели так же, и, соответственно, поменялся индикатор и настройки радио, чувствительности радио и проверки батарей. Он стал вот такой, а был, сейчас покажу, был вот такой вот. Конечно, он стал более современный, интересный в 1М, потому это тоже достаточно большой плюс, мне кажется. Он красивее выглядит, он как минимум цветной стал. Стрелочки те же, используются все те же. Незначительно изменились надписи на корпусе. Хочу обратить внимание, что, допустим, раньше была надпись, допустим, о ваттности 2/60, видите, написано Watt Hi-Fi Connect System через дробь.
то в 1М написали по-другому. 2 на 30 дробь 60 Вт. Ну, в принципе, то же самое, но, наверное, они имели в виду номинальную мощность, и в том случае максимальная написано, а здесь и номинальная, и максимальная написано. Наверное, заставили их официально это сделать. Ну, еще самым как бы важным изменением, зачем это они сделали, я вообще не понимаю, зачем вот изменили размер ручки громкости. Если вы видите, здесь ручка громкости, она такого же размера, как настройки тембров, и такого же размера, притом она дискретная, да, она щелкает, когда поворачивает, так же, как и настройка ручной записи, то в старом она была большая. Если вы сравните, видите, она достаточно крупная, по мне было намного удобней. Крупная ручка, потому что дискретная, крутить немножко под натяжкой такой нужен. При этом подобная ручка, только без стрелочки, вы видите, она здесь осталась на настройке радио. Вот это я считаю единственным минусом в 1М. Ручка действительно была удобней. Ну, кстати, касательно надписей тоже не сравню. Вот в этом экземпляре, что у меня на фотографии, сначала написано по-немецки, потом написано по-английски. По-немецки, по-английски. То в этом экземпляре написано крупно по-английски, а потом по-немецки. Видимо, это для разных рынков делалось, потому незначительно, конечно, отличается. Ну, также отличается, если посмотрите надпись, вот здесь вот были надписи прямо снизу. Видите, Hi-Fi студия, подписанные разъемы наушников и микрофона. То в нашем варианте это уже написано вот здесь на металле. Здесь на пластике ничего нету. Видите, здесь написано уже на металле. Значительно, в принципе, других каких-то изменений внешне нету. Говорят, что внутри он тоже иной. 1.1М. И, ну, однозначно это незначительные изменения, и которые не повлекли за собой изменения в качестве аппарата или в звуке его. Он звучит также благородно и качественно. Еще одним изменением стали антенны. Я не буду вам показывать. Антенны такие же остались коротенькие, но почему-то они стали тоньше. В единице они такие толстые колбаски, такие немецкие. Здесь они стали тоньше, не такие тонкие, как у японцев, но значительно тоньше, чем они были в единице. Все остальное, в принципе, осталось тоже. Разъемы остались диновские, хотя логично было уже перейти на тюльпанчики. Лентопротяжный механизм такой же, он полностью идентичный тому же аппарату единицы. Ничего не изменилось. Все, как всегда, просто и надежно. Вот я хочу вам показать, снять эти решеточки, что же там снутри. Если снять решетки, вы видите, вот акустика. Она, в принципе, простая, но звучит она, конечно, великолепно. Я не знаю, как они добились таким размером акустики, такого качества звучания, чтобы понять, какой размер акустики. Вот кассету приложу, вы видите. Ну, здесь, наверное, 12 сантиметров. Наверное, 12 сантиметров. То есть акустика действительно выдает такие басы, которые нет ни у одной магнитоле переносной, которую я в жизни встречал. По крайней мере, до 90-х годов точно. Которые я, в принципе, слышал очень многие. Аппарат великолепный. Аппарат рекомендую всем услышать. Записывал сюжет, даже остановил камеру, потому что вспомнил про одну фотографию, которую хотел бы вам показать, чтобы иллюстрировать, как реагируют люди на его звук. У нас был недавно в Минске Old Audio Fest, и один
из посетителей, участников, я не знаю точно, он выложил фотографию в форуме, показав, как он отреагировал на звучание этого аппарата. Вот его фотография, выложенная на форуме. Дорогой, извини, что я тебя показываю, но ты просто очень хорошо проиллюстрировал, как люди, услышав этот аппарат, реагируют на его звук. То есть, действительно, я советую всем это услышать. Так не звучит ни один аппарат переносной в мире. Это точно. И никогда звучать, видимо, уже не будет. Спасибо за внимание, спасибо, что уделили время моему каналу. Подписывайтесь, я буду время от времени, как всегда, радовать вас своими видео. Ставьте лайк. Всем пока!